Слава, привет! Когда делаю упражнения «Почувствуй свою энергию» из тренинга «Фундамент здоровой самооценки» и удается все сделать ярко, бурно и качественно, то тело через время реагирует сильным повышением температуры на полдня или на день без каких-либо симптомов. Потом все окей, все в норме. Такой эффект был 3 раза из 48. Ничего себе. Вот это статистика. Ты 48 раз сделал упражнение на энергию из тренинга «Фундамент здоровой самооценки». Ты должен быть как зверь просто, Александр. Я еще столько, наверное, не сделал качественно. Ну, так, некачественно-то я много раз сделал. Почему такое может происходить? Кроме этих случаев, забыл, когда болел последний раз. Год или полтора точно не болел. Спасибо заранее за ответ. Понимаете, в этом есть большая сложность вообще с тем, что происходит с телом. Потому что ты приходишь, например, там, что-нибудь отработать, да, приходишь на тренинг, начинаешь делать практики. Но прикол в том, что наше тело, оно привыкает жить в определенном состоянии. Вот, например, я съездил на зимнюю экспедицию Вимма Хофа. Да? Ну, вы многие, наверное, знаете, потому что я об этом стал много рассказывать. До этого я не занимался холодом вообще. Я знал, что я поеду на экспедицию. Я знал, что меня там будут опускать в разные температуры. Вот. Я знал, что мне предстоит там ходить голым по этому самому, по снегу и по льду. И тем не менее, ну, по разным причинам, и с точки зрения лени, и с точки зрения моей неготовности, и там и с точки зрения времени, я не занимался холодом. Я не стоял там под ледяным душем и все такое. И вот я приехал, такой хорошенький, в группу, которая вот это все проходит, да. А как выяснилось, я-то все-таки надеялся, ну и там было написано, в принципе, что специальной подготовки не требуется. Это не просто я так дурканул, да. Там было написано изначально. Сейчас этой фразы, кстати, там нету. Вот. А выяснилось, что люди-то готовились, то есть люди отнеслись к этому намного серьезнее. И в группе там ну, там мини-группа, в которой я был 19 человек, в ней только трое не готовились вообще никак, как я. И то я дышал, кстати, я занимался дыханием. И вот я через все вот это вот за неделю прошел. А холод, ну просто чтобы вы понимали, он тело, тело вычищает просто, ну, бескомпромиссно, жестко. Это жесткий учитель очень, холод. Это вам не медитациями, знаете, ты ложишься, вот как я до этого делал там, и ты час за часом, там, месяц за месяцем, год за годом, ты слой за слоем соединяешься с телом, ты постепенно, неторопливо, а если ты сегодня не можешь, то потом, сегодня не получилось, ну ничего, получится завтра. Вот так, знаете, в неспешном таком порядке, да? Если вы практикуете холод, ну, кто практикует, тот знает. Ну, это как бы все. Ты сел там, если, например, в какую-нибудь ванну там или в бассейн или еще куда-нибудь. Вариантов особо нет, то есть ты уже не отвлечешься там, ты не подумаешь о чем-то абстрактном, да. Вопросы того, как вот как предыдущий, да, как там человек транслирует какие-то мысли в селе, это все улетает сразу. Почему? Потому что тебе просто дико холодно. И все, о чем ты можешь думать, ну, по крайней мере, пока ты не научился с этим справляться. Это только о том, как выжить в этой ситуации. Вот, для тела это не шутка. Ну и это как бы, это дает огромный эффект. Это дает огромный эффект. То есть у меня вообще тело изменилось. Реально, я смотрю на себя в зеркало, я вижу там, ну, во многом я вижу там тело не мое. Я не привык его таким видеть. Это как бы, как будто тело в каком-то смысле другого человека. В хорошем смысле причем. То есть оно стало намного более расслабленным и, короче, мне нравится. Но, но, что произошло? Вот кажется, что, ну, допустим, если мы рисуем график, вот у меня было одно состояние, раз, оно должно резко повыситься. Происходит обратное. Происходит обратное. Почему? Потому что годами я накапливал в теле непрожитые какие-то переживания, непрожитые эмоции, непрожитую боль. И во время холода тело начинает все это выпускать. Как вы думаете, куда оно выпускает? В бассейн? Нет, не в бассейн. Открывается тот самый шлюз, через который оно когда-то наполнялось. Тело в этом смысле это накопитель тех переживаний, с которыми вы не справились когда-то.
То есть, если, например, я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, у нас там жесткий конфликт, и я перестаю получать удовольствие от ситуации, начинаю напрягаться, и не знаю, что с этим делать, да, то у меня два варианта. Я либо справлюсь, либо не справлюсь. Если я справился со своими эмоциями, нашел решение, я прошел через это. Все, я стал сильнее. Если я не справился, то есть я, может быть, ситуацию победил, но внутренне не справился с эмоцией. Не удержал конфликт на уровне своего сознания. Он упадет в тело. Тело собирает все, с чем мы не справились, и копит это до тех пор, пока вы не созреете. И вот оно накапливается там годами. Годами, десятками лет. Понимаете? А потом раз, ты залезаешь, как бы, ну и 5 недель тебя полощут. Как белье в тазу. То в одном ручье, то в другом. И все, что ты там накапливал, ну не все, но какая-то значимая часть, она вдруг врывается тебе в голову обратно. Куда ты попадаешь? В ад. Ну реально в ад. Ну то есть откат после такого очень, очень серьезный, просто жесточайший. Наверное, один из самых сильных в моей жизни откатов. И это и температура, и плохое настроение, и тяжелые мысли. Ну, то есть все, что когда-то я сбрасывал в тело, все, что я отторгал, все, с чем я не справлялся, все вернулось ко мне как бы, но не последовательно, по порциям, да? А вот на тебе, дружище, вот как будто ты, не знаю, вы видели деревенский туалет, да? Туда ходят люди 5 лет, а потом раз в 5 лет его чистят. Вот примерно то же самое, понимаете? Ты сбрасывал в тело все, с чем не справился, все конфликты, все напряжения. И тут раз они все приходят к тебе разом, такие вот, с раскрытыми объятиями. И все меняется, когда приходят они. Реакции тела непредсказуемы. Это и закисление, и ну, как бы какие-то напряжения, которых раньше не было. И при этом это все на фоне той легкости, которую ты получил. Ну, то есть разрывает просто вообще. И это нормально. То есть, так как я работаю в области саморазвития, я знаю, что это такое. Я все время годами себя полоскаю то в одном месте, то в другом. То в одном тазу, там, в химическом, то в другом. То такой практикой, то такой. То вот этим упражнением, то вот этим. То у меня практически не бывает стабильного состояния. Я постоянно в состоянии изменения. И улучшение от этого состояния накладывается на откат от этого состояния, на него сверху ложится улучшение от следующего, и откат от следующего, и вот это все вот буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, вот так вот происходит. Поэтому я, если честно, вот я к этому выработал очень простой подход. Я знаю, что если я нашел какую-то технологию или я что-то стал делать регулярно, то откат точно будет. Как он будет выражен, я не знаю. То ли у меня аппетит пропадет, то ли у меня зрение упадет на какое-то время, потом откатится обратно. То ли у меня зажмется что-то, потом разожмется. То ли температура повысится. Я вообще не обращаю на это внимания. Вот это как бы то, к чему я пришел. Понимаешь, если ты начинаешь с собой работать, тело же живет в этом годами. А ты начинаешь как бы залезать туда, куда ты не ходил. Тем более ты взял самое мощное упражнение из тренинга. Самое мощное. Я не знаю, насколько ты научился его делать. Но если ты делаешь его в том смысле, в каком я говорил, то это почти как холод, только без холода. Это почти как холод, только без холода. То есть, наверное, несколько своих самых крутых каких-то вот переживаний и состояний я получил именно с помощью этого упражнения. Это одно из самых сильных и самых сложных. Если ты освоил эту технологию, она будет тебя бить в тело. Ну, она для этого и создана, понимаешь? Она для этого и создана. Как будет реагировать твое тело, я не знаю. Серьезно, это непредсказуемо. То есть мое предложение на самом деле, я вот эту всю длинную речь вел к тому же. То есть я знаю, что всегда будет цена за каждый прорыв. Но она всегда была. Сколько лет я это делаю, она всегда была. И она разная в зависимости от упражнения. Поэтому я просто не обращаю на это внимания. Да, меня колбасит, да, мне тут то спать хочется, то у меня сил нет, то наоборот у меня прилив, то там мне еще что-то надо делать. Ну, как бы, ну все, если ты решил собой заниматься, ты все время будешь отвоевывать свою территорию подсознания. Твое тело будет колбаситься. Ну, для него для него новая жизнь, понимаешь? Если ты сделал упражнение на энергию,
и ты получил положительный результат, то ты создал своему телу новую жизнь. Ему надо адаптироваться. Поэтому у него что-то там меняется. У тебя могут поменяться вкусовые предпочтения. Ну, что делать? Значит, такие новые. Главное, услышь их. Не проигнорируй. Вот. Вот так бы я это прокомментировал. Поэтому совет мой простой. Расслабься. Просто расслабься. Ну, то есть, если ты это делаешь, если ты видишь результат, ну, у него будет цена. Ну, и телу же надо адаптироваться. То есть, это же твой как бы инструмент, это твой организм. Он тебе дает обратную связь, что, слушай, ты там говоришь, вот это убираем. Он говорит, есть. Ну, ему надо как-то там перетряхнуться, что-то там пересобрать, переразобрать. Ну, дай ему, пусть оно сделает. Надо потемпературить иногда, пусть потемпературит. Не парься, не парься. Главное, чтобы ты понимал, что то, что ты делаешь, тебя поднимает, да, ну, вверх. То есть тогда все происходит правильно. А обратка будет, без нее никак. Ну, то есть откаты при саморазвитии – это обязательная часть программы.